Привет, друзья! Миран на связи. Смотрите, 3-й выпуск за год, и это, наверное, хорошо. Но говорить мы сегодня будем о том, что наверняка нехорошо. Распад твоей любимой группы. И такой, чтобы, вообще нечем было заменить. Бывало у вас когда-нибудь? У меня такое случалось, по ощущениям, как-то неприлично часто. Парочку примеров из числа наиболее ярких таких потерь старожилы МММ, думаю, должны помнить. Это Kyuss и Unexpect. Но сегодня я расскажу еще о 3 почивших, но важных для меня коллективах. И казалось бы, зачем в который раз трогать за больное? Но на мой взгляд причина все же есть, и к концу выпуска я постараюсь ее сформулировать. По жанрам сегодня будет неплохой такой разнос, но пойдем мы по убывающей. От самого брутального к не самому. Итак, 2003 год. Старший брат принес домой очередной выпуск какого-то трушного андерграундного журнала. А в плане тяжелой музыкальной журналистики это действительно было прекрасное время. Так вот, 12-летний я тогда только начал погружаться в эту потрясающую индустрию. И мое незамутненное сознание легко можно было поразить, например, статьей. И как-то так оно и произошло. Это что за адские парни, что за офигенный логотип, как же круто он смотрится на футболке вот этого мужика, просто ништяк! И ведь я не знал, что именно играет группа. Я читал статью, пытался представить их материал по описанию и особенно восхищался этой острой штукой на логотипе. Но уже тогда, если бы меня попросили назвать свою любимую Black Death команду, я бы сказал Cyclone. Только я их не слушал. Интернета у нас тогда не было, кассет Cyclone я в продаже не видел. Брат тогда вроде уже перешел на диски, но и CD с этой звездочкой у нас так и не появился. Но однажды к брату пришел какой-то товарищ, принес свой хард, на котором была какая-то музыка и довольно много клипов. И вот там я впервые увидел это. Как же это было хорошо. Музло, естественно, превзошло все мои ожидания, но оно и понятно, ведь я на тот момент подобной музыки особо и не слышал и вообще ждал непонятно чего. Но очень круто было полюбить Циклон уже официально. И особенно радостно было узнать в вокалисте того мужика из статьи, ведь в клипе он снялся в той же футболке, а моему юному разуму на тот момент больше особо было и не нужно. Итак, что же стало известно уже с появлением интернета? Cyclone — это проект Самата, здесь Замата из Emperor, на вокале и басу Sect Demon из Mirkskog, гитарил там Distractor оттуда же, а бластбитами командовал Трим Торсон, хорошо известный по Enslaved, и опять же Emperor. На первом альбоме пел Demon из Limbonic Art, но меня больше интересовал, конечно же, тот мужик со звездой. Собственно, Cyclone месили очень современный для того времени Black Death, быстрый, как каждое твое лето, с переменным темпом, что тогда было повсеместно, и очень тяжелыми рифами. Я тогда слушал и думал, что это прям максимально брутально и воинственно. Все самые агрессивные приемы игры сбалансированы так, чтобы в каждой части трека они производили тотальный отвал всего, что только можно у слушателей. У Cyclone вышло всего 3 альбома, дебютный с Демоном и еще парочку с Sect Демоном. Последние 2, Aeon и Disintegrate, я как раз и слушал большую часть времени, вокал там пушка.
Ну а после третьего релиза тишина, и в 2005 они объявили о распаде. И хоть утрату Циклона я для себя считаю довольно невосполнимой, все же трезвая оценка ситуации подсказывает, что это скорее из-за ностальгии и теплых детских воспоминаний, тот самый синдром утенка. Однако после сплит-апа нам все же осталось несколько проектов, которые могут помочь восполнить потерю. Причем наилучшим образом это делает даже не проект самого Саммата, который The Wretched End, а те самые Миркскок, давшие Циклонам вокалиста и второго гитариста. Отдельно радует, что Миркскок недавно анонсировали ряд концертов и запись третьего полноформатника, при условии, что предыдущий альбом выходил 18 лет назад. 2020, конечно, вносит свои корректировки, концерты переносятся, релиз, соответственно, тоже откладывается, но музыкантов это не обескураживает, и мы точно знаем, что нам есть чего ждать. И уверен, они принесут что-то очень неистовое, вполне себе в духе Cyclone. И вот мы добрались до сплит-апа, который вместе с теми двумя входит в тройку лидеров в моем чарте разочарований. И, надо полагать, довольно винрарную реакцию на распад этой команды вы уже могли видеть на канале. Да, наконец-то мы полноценно говорим про Cybrid в МММ. Как же я обожаю этих ребят. Каждый риф, каждая нота, каждый призвук, каждое слово, каждый пиксель в кавер-арте — все мне кажется в них сферическим и в вакууме. Да, с момента их появления в моей жизни я не перестал слушать другие индастриал, сайбер смеси металла с электроникой, но всегда впечатление от таких команд я в голове ранжировал как столько-то процентов от Cybrid. И едва ли хоть какая-то из этих групп достигала 30% отметки. Да-да, алярма, непозволительно сильно зашли на территорию субъективизма. Но сегодня в целом выпуск про эмоции, и я надеюсь, вы не против такого формата ностальгического ревью, да я и сам потом с радостью послушаю подобные истории от вас. Но сейчас все же постараемся немного абстрагироваться и разобрать сапш на составляющие. Итак, что же такое Cybrid? Это классическая рок-музыка. Это полифония. Полиритмия. Грув метал с упором в интересные ритмические рисунки и электронику. 4 человека со своим уникальным подходом и выдающимися скиллами. Убираешь один элемент, все, это уже не Cybrid. Но мы до этого еще дойдем. В психологии есть такой термин «сверхнормальный стимул». Его ввел Николас Тинберген, изучая поведение животных. С этим термином связано много интересных экспериментов. Короче, МММ образовательный, погуглите, если интересно. Ну так вот, в нашем случае сверхнормальный стимул можно представить как набор экспериментально подобранных параметров, которые вызывают у слушателя куда больший интерес, чем те же параметры, но в наиболее точном, органичном и объективно лучшем виде. Вот Cybrid я для себя и расцениваю как подобный сверхстимул. Я могу представить группу с более приемлемым для себя сведением, с вокалом, который технически может мне нравиться больше, но это не будет вызывать у меня той же степени эйфории. И именно это сочетание всех нюансов творчества и обуславливает ту степень личного трагизма от внезапной новости о распаде группы. Now,
У Cybrid есть 4 полновеса. Именно этот вокал, именно эти рваные ритмы ни с чем не спутать и ничем не заменить. И на протяжении всех релизов они представляют, кажется, максимально широкий разброс фишек, для того, чтобы у слушателя все еще оставалась возможность сказать «это именно Cybrid», и они не изменили своему фирменному звучанию. Слушателям, да и самим музыкантам, судя по интервью, казалось, что ничто не может сбить их с найденного уникального и такого офигенного пути. Но в 2013 году, прямо перед совместным туром Soilwork, вокалист Бенджамин Номинат объявил в своем уходе из группы. Cybrid отменили тур, а вскоре отправили группу на покой. Гитарист и мастер-майнд коллектива Drop прекрасно понимал, что изменение одной составляющей неотвратимо приведет к разрушению очень важной идентичности. Остальные музыканты не могли на это пойти. А что же осталось нам? Первое — The Arkanauts, проект, про который мы уже как-то тут говорили. Там играют басист и барабанщик Cybrid. Очень крутой панк, альт, прок, грув с упором в партии баса. Уже вот-вот, 1 октября у них выходит 3-й альбом. Я не знаю, успею ли я к этому моменту с монтажом выпуска, но вышедшие синглы крутейшие, уверен, не разочаруют. Второе — это, конечно, Obsidians. Это, по сути, тот же Cybrid, но с приглашенными вокалистами и пока что всего несколькими вышедшими синглами. Если тоскуете по Сабжу, то на этот тайтл нужно обратить самое пристальное внимание. Также у Дропа есть Mezergaze, это его личный, полностью электронный проект. И еще они на пару с Алисом Кампанелли басистом играют в Самаэль, знаковой швейцарской банде. Ну вот, деятельность всех музыкантов после распада мы рассмотрели. Кроме вокалиста. Где же Бен? Ну, у него был проект Shadow Domain. Один альбом, но недавно он и эту группу покинул. Альбом в целом ничего, сильно проще, чем Cybrid, но все же приятно услышать еще немного любимых вокальных пассажей. С тех пор тишина. Я, конечно, понимаю, что всякое может случиться в коллективе, между людьми, и сейчас бесполезно спамить музыкантам в личку со словами «ну запишите еще хоть что-нибудь с Бенджамином». Это их дело, тем более у нас есть Obsidians. Но маленькая надежда все еще теплится. Надежда на то, что когда-нибудь мы еще увидим эти 4 улыбки в одном кадре, как это было на видосе записи их последнего The God is an Automation. Однажды Хемингуэй поспорил, что он может написать самый короткий рассказ, способный растрогать любого. Он выиграл пари, написав «The Beats распались». Your dad taught you how, and look at you now. 'Cause if your dad doesn't have a beard, you've got 2 mums, 2 beardless mums. If your dad doesn't have a beard, you've got 2 mums, 2 beardless mums. The Beats. Подобные коллективы, совсем редко появляются в МММ. Они из Австралии и играют концептуальный комеди-рок. Однако из 3 представленных сегодня групп The Beats пробыли со мной наиболее долго. Я о них узнал в 2009 году вместе с клипом, который мы сейчас видели. И вообще это был мой самый первый лайк на ютубе. И с тех пор все альбомы, все клипы подряд и без пропусков
куча теплых воспоминаний, вплоть до сплитапа, который произошел 4 года назад. Немного о концепте. The Beats посвятили все свое творчество бородам. Настолько, что слово beard есть в названии каждой из их 57 песен. И этот странный волосатый мир, созданный ими, увлекает своей искренней любовью. Серьезно, желаю, чтобы всех вас любили так же, как эти ребята любят бороды. По музыке тут легкий кантри-рок с референсами в сторону ZZ Top, а это тоже те еще промоутеры facial hair ценностей. Вокал у The Beats максимально харизматичный, треки композиционно вобрали в себя все самые лучшие шлягерные приемы. Вообще вся гениальность мировой музыки собралась в одном месте только для того, чтобы сказать человечеству: бороды — это прекрасно. Конечно, для полного погружения неплохо хоть немного знать английский, но тексты у них не самые сложные, некоторые слова повторяются очень часто, и манера исполнения в целом располагает к вслушиванию в слова. А там все же самая соль The Beats. Где-то очень душевные, где-то максимально поехавшие, но неизменно цепляющие сюжеты из жизни бород и бородатых людей всех полов. She's my baby, she's my baby, she's my sexy bearded lady. She's so heavy, she's so fine, and her beard's all mine, it's all mine. All the bearded ladies everywhere. Time to show the world your facial hair. Time to rise up and make a stand. All the bearded ladies raise your hands. I wanna stroke you. Never been with a man like him before. В 2016 году The Bears отыграли свой последний тур с кучей солдаутов и афишей, на которую трудно смотреть без грусти. Их действительно уникальный концепт подарил мне и множеству других людей огромное количество положительных эмоций и продолжает дарить до сих пор. И каждая из упомянутых сегодня групп, безусловно, и после распада не покидает аудиотеки поклонников, так или иначе заряжая слушателя, вдохновляя его, веселя, воодушевляя. Набор этих эмоций у каждого свой. И вот мы подходим к причине, о которой я говорил в начале, и к тому фактору, который связывает для меня все три сегодняшние команды. В период активности этих групп у меня так и не получилось оказать авторам должную поддержку, хоть чуть-чуть соответствующую той степени эмоционального воздействия, которую я получал от их музыки. Я не был на их концертах, дождусь, когда там приедут в Россию, я не купил их мерч, я бедный студент, а в сторах все очень дорого. Но сейчас все это уже недоступно. Ну а мне сейчас остается выполнить то минимально возможное, рассказать про эти замечательные коллективы и продолжать напоминать себе и вам про то, что очень важно поддерживать музыкантов, пока они еще занимаются музыкой. Покупайте подписку на стриминговые сервисы, тем самым давая музыкантам такую важную для них статистику. Ходите на концерты, покупайте мерч, физносители. Сейчас все доставляется откуда угодно. Подпишитесь на страницу любимой группы в Facebook, даже если вы там не сидите. Напишите музыкантам там в личку. Мы тут в основном про андерграунд говорим, а в этой сфере в большинстве случаев музыкантам
будет приятно получить пару теплых слов от незнакомого человека с другого конца земли. Ну, на этом, я думаю, мы закончим. Надеюсь, вы были не против сегодняшнего зашкаливающего объема ностальгии. Теперь ваша очередь. Как я и говорил, мне действительно будет приятно послушать ваши подобные истории прощаний с группами. Можете писать их в комментариях на ютубе, можете кидать мне их в личку куда угодно, или закидывать альбомы сразу в предложку нашего паблика ВКонтакте. Это вообще Иисусий вариант, сразу и музло послушаем, и истории почитаем. Пушка. Ну а все альбомы сегодняшнего выпуска мы опубликуем там же, в паблике Metal Music Madness ВКонтакте. И там я еще расскажу несколько драматичных историй сплитапов из своего опыта. Спасибо, что смотрели. Не забывайте поддерживать любимых музыкантов. Ну а мы с вами увидимся здесь когда-нибудь. С вами был Миран. До связи. Как же это было хорошо, музло, естественно. Какой-то пи*** у меня сидит там сверху. Комар. Ладно, потом.